Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня будем делать блоки из опилкобетона. Консистенцию я вам покажу. Для чего я хочу сделать эти блоки? Я хочу заложить окно на втором этаже. Вон оно. Рядом балконная дверь. Вот это окно я хочу убрать. Пристрой будет двухэтажный. Здесь будет лестница. Под крышу целых 2 этажа. И это окно в комнату мне уже не нужно. Окно будет здесь. И на лестничном пролете будет смотровое окошко, чтобы свет хорошо падал. Освещал лестницу. Поехали. По традиции берем опилки. Здесь у меня мешок. И в нем 6 ведер опилок. Все это хозяйство засыпаем внутрь моей бетономешалки. Готово. Чуть не забыл цементик. Как делится мешок цемента, вы знаете. Я показываю еще раз. Пополам режется ножом. И поднимается. Получается у нас 2 одинаковые половинки. Почему я еще подробно так рассказываю? Чтобы в комментариях меньше было недопонимания и вопросов. Далее, много спрашивают, зачем я добавляю фибру. Фибра это как арматура, но в опилкобетоне арматура не работает. Поэтому решил добавлять фибру полипропиленовую. Мне кажется, она абсолютно не помешает в прочности, надежности изделия. Вот такие волокна. Беру жменьку и растворяю в ведре воды. Вот, много не надо. Вот, все. Вот. Растворяется она замечательно, распадается на мелкие-мелкие волокна. И потом в растворе сцепляет между собой опилки, песочек и цемент. Далее беру жидкое стекло, которое также способствует набору крепости. Натриевое. Ну сколько? Полстакана выливаю, я думаю, достаточно на один замес. Достаточно. В сторону его. И также все это тщательно перемешиваем. Также в раствор, в замес, я добавляю известь. Раньше брал пушонку известь пушонку гашеную. А теперь я беру не гашеную и в ведре заливаю водой, и она происходит в ней реакция, гасится. Тоже немного, вот такой пол-литровая, как ее называют, емкость. Сюда добавлю, она перемешится, перемелится. Ну все, запускаем в работу. Поехали. Вот он.
Закрываю крышкой, потом все дело закроем и будет спокойно перемалывать. Выключить, одеть крышку. Хотя при полной загруженной бетономешалке выключать, а потом запускать полную бетономешалку нежелательно, может сорвать ремень. Вот так она и работает с крышкой. Ничего не выливается, водичка и внутри хорошо перемешивается. Так пусть поработает несколько минут, потом вернемся. Можно выключать. Снимаем нашу приспособу. И что мы видим? Видим замечательный раствор. О, смотрите, так сжать, маленько рассыпается, но это ничего страшного. О, водичка кап-кап, нормально, не, нормальный, хороший. Все, высыпаем. Сосед неудачно начал косить траву. Шумит. Хочу в который раз напомнить вам, почему я решил использовать опилка-бетон в качестве строительства дома, в качестве строительства хозпостроек. В частности, я вольер для собаки сделал, 2 стены из опилка-бетона. Вот на этом хочу остановиться. Самое главное — это стоимость. Дом из опилка-бетона стоит совершенно недорого. Опилки у меня достались совершенно бесплатно. Купил только мешки для транспортировки опилок до места от пилорамы и заплатил за доставку. Следующий момент — это экологичный материал. Строение из материала, где применяются опилки, там легко дышится, потому что опилки регулируют влажность в помещении. Более того, с опилками можно возводить не только монолит, не только блоки изготавливать, но и засыпать в каркасные стены.
качестве утеплителя. Но в каркасной стене опилки нужно обязательно перемешивать с известью, медным купоросом или другими защитными материалами для того, чтобы в них не заводились грызуны. Самый оптимальный вариант засыпки как утеплителя опилки в стены — это пересыпать с гипсом, известью, потому что при естественной влажности опилок гипс начинает застывать. А это значит, минимизирует усадку утепляющего слоя. Так вот, вернемся к опилкобетону. Его можно назвать универсальным материалом на том основании, что первоначальная консистенция является жидкой. Не в смысле жидкой текучестью, а в том смысле, что из влажных опилок, опилкобетона в смеси с цементом, легко изготавливаются или блоки, или заливаются монолитные стены, экономя при этом значительное количество времени и денежных средств. Изготовление из опилкобетона отдельных блоков является довольно-таки продолжительным по времени мероприятием. В сравнении с изготовлением блоков на основе других исходных материалов, опилкобетонные кирпичи будут очень долго набирать необходимую прочность. Как правило, от изготовления и до момента, когда блоки из опилкобетона можно укладывать, не опасаясь их усадки, проходит от месяца до 4. Если у застройщика нет возможности ждать все это время, лучше воспользоваться технологией монолитного возведения стен с использованием данного материала. Конечно же, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то при возведении монолитных стен потребуются дополнительные затраты на опалубку. Опалубку нужно ставить по всему периметру будущего здания, которое вы будете собираться заливать. При возведении монолитных стен используют двух видов опалубку. По лесенкам ставят вертикальные бруски с перемычками, и уже на эти бруски их выравнивают по уровню, и на эти брусочки будут набивать щиты или доски. Другой вариант — скользящая опалубка, уже без деревянных брусочков, без деревянных реек, без лесенок. В чем разница в этом варианте, в этих вариантах? При возведении опалубки с помощью лесенок в будущем, где соприкасаются деревянные брусочки с опилкобетоном, будут возникать микротрещины, которые могут потом привести к частичному разрушению стены. Места этих трещин запенивают, заделывают раствором и так далее. Лично я придерживаюсь способа скользящей опалубки. Это берется 2 листа фанеры или USB, соединяются между собой они с помощью шпилек диаметр 8, через трубки полипропиленовые под размер стены, и уже эта опалубка не будут не распирать, будут держать форму. Сложность возникнет в будущем, когда надо будет после заливки первого ряда переставлять опалубку выше. В этом случае придется устанавливать дополнительно леса, чтобы забираться на следующий уровень, засыпать и трамбовать раствор в опалубке. Для фундамента, хочу сказать, опилкобетон, естественно, не подходит, так как имеет определенную способность хорошо впитывать влагу. А как известно, в почве, в земле влаги немерено. Ввиду того, что опилкобетонный блок или монолитная стена имеет небольшой вес, фундамент для такого дома не нужно сделать слишком таким мощным, но он должен быть все-таки ленточным, никаким не свайным. Если кто
смотрел мои предыдущие видеоролики и знает, что фундамент под этот дом я залил с бутовой. Купил машину боя бетона. Глина у меня была из котлована, которую я вырыл для фундамента метр глубиной. Глину замочил в воде и залил бутовый камень бой бетона в траншеи послойно. Все. А цементную армированный пояс с арматурой высотой где-то 15-20 сантиметров залил только на поверхности. Ну вот, блоки у меня пару-тройку дней подсохнут. Летом они высохнут быстро. На втором этаже я поставил 2 пластиковых окна, а третье, которое будет выходить в будущую комнату, я доложу этими блоками. Когда закончу поднимать стены, поставлю балки перекрытия, установлю лестницу. И хочу сказать, я буду утеплять пол первого этажа, пол второго этажа опилками с гипсом. Также чердачное перекрытие. 8 месяцев назад я выпустил свой видеоролик, как я делаю опилкобетонные блоки за 3 минуты. Можете посмотреть здесь. Еще я веду канал на Яндекс.Дзене. Ссылка в описании. Можете посмотреть, подписаться. Оставьте комментарии, если кому интересно. В следующем ролике я планирую показать, как я заливаю второй ярус моего опилкобетонного дома с приспособами. Хочу делать пустотки в стене и заполнить их опилками с гипсом. Итак, прошу, друзья, подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь выпускать полезные, интересные видеоролики. Для того, чтобы, если вы заинтересуетесь вопросом строительства по этому методу, вам было проще начинать. А пока приятного вам просмотра. Сделал 4 замеса и получилось 17 блоков. Вот, пожалуйста. На окно хватит. Дня 3-4 полежат и будут крепкие, жесткие, замечательные будут. А кое-где чуть-чуть не то, ничего страшного. Все нормально будет. Все, друзья, всем привет.